мы сами, когда работали в найме, слушали твои книги и по ним как бы ориентировались. Вот. И сейчас, представляете, такой человек у нас в гостях. Именно эти 3 вещи никак не купишь за деньги. Я бы сказал, деньги не сделают тебя счастливым, но их отсутствие могут сделать тебя несчастным. Если ты умеешь продавать, если ты умеешь презентовать свою идею, это все. Вот. Мне, знаешь, интересно, что? Как ты вообще пришел к тому, чтобы написать книгу? Я Семен Кибала, и у меня не перепечатать книгу, вы еще пожалеете. Мы поэтому как бы и записываем, что хотим, чтобы люди поняли, что это просто. Послушав пару интервью Майкла Серрелла, невозможно не инвестировать в биткоин. Любимая, тащи бабки и инвестируй в биткоин. Деньги от нетерпеливых людей переходят к терпеливым. Богатые становятся богаче, бедные просто просирают свои бабки. Государство разрешает сделать там ETF в биткоины, покупайте на фондовом рынке, но основная часть биткоина непонятно где лежит. Степ номер 1. Без него невозможен успех. Ни при каких обстоятельствах. Никак. Любой может выбраться всего лишь простым действием. Начать, мать твою, откладывать деньги. Купить биткоин – это хорошая идея. Итак, всем привет, друзья! У нас сегодня замечательный человек в гостях, Семен Кибала, серийный предприниматель, инвестор, действующий криптоинвестор, автор книги «Инвестор за выходные». На самом деле для нас это большая честь. Спасибо, Семен, что согласился прийти к нам на подкаст. Вот, потому что мы сами, когда работали в найме, слушали твои книги и по ним как бы ориентировались. Вот. И сейчас, представляете, такой человек у нас в гостях. Да, можем лично пообщаться, круто. Да, привет, Семен. Расскажи, пожалуйста, немножко о себе, чем ты занимаешься и как ты вообще к этому пришел, как ты появился в Корее. Вот это интересная история. Класс. Спасибо, ребят, что пригласили. Сарим, Сева. Я сам, на самом деле, вел подкаст и вспоминаю, как это непросто начинать, входить в этот ритм, искать первых гостей, поэтому я с удовольствием хотел бы поддержать, и чтобы у вас тоже был один подкаст, который, надеюсь, будет интересным, и ваши зрители возьмут максимум, замотивируются и, возможно, что-то изменит в своей жизни. Да. Сейчас у меня есть основной бизнес, он находится в России. Я произвожу, продаю и сдаю в аренду музыкальное оборудование. Это специальные наушники для бесшумных мероприятий. Этим занимаюсь уже 10 лет. До этого 10 лет занимался производством одежды. Начиналось все с такой скандальной идеей, скажем так, для России, которая просто была стянута с американских толстовки с названием университетов. То есть как Гарвард, Оксфорд University. Этого не было в Санкт-Петербурге. Я решил, как выпускник, сделать себе такую толстовку, рассказал об этом текущим студентам, и они, соответственно, захотели это, и мы неожиданно начали очень много зарабатывать. Как бы для, грубо говоря, там, моя зарплата была в районе там, $400, и тут мы неожиданно там заработали сразу 20 тысяч за первый месяц. И тогда все началось. То есть, ничего себе. Я помню, как я позвонил своей маме, такой: мам, твой сын предприниматель. Она такая: ну-ка, удиви. И я говорю: вот, ты понимаешь, это идея с толстовками университетов, скоро тысячи студентов, десятки тысяч студентов будут надевать нашу одежду, нашего бренда, и все будут о нас знать, мы будем объединять. Она такая: воу, подожди, еще раз, ты закончил лучший технический вуз города Санкт-Петербург и торгуешь шмотками? Я такой: подожди, мам, ты не... Нет, слушай, поиграйся и возвращайся нормально по специальности работы. Я понял, что не то время, чтобы сообщить, как бы, и просто перестал об этом особо рассказывать своим знакомым, родственникам, а потом, когда уже начали приглашать там на федеральные каналы, брать интервью, и тогда уже было... Я помню, как позвонил своей бабушке, уже после рождения дочери, говорю, там: вот, бабуль, как бы, такие новости. Она такая: я так за тебя рада. Я говорю: ну да, как бы первый ребенок. Ребенок? Ну да. Но тебя же позвали на интервью на Первый канал. Это очень важно, да. Я понимаю, что как это вот, знаете, обложка, как она важна для людей. На самом деле не всегда людям, в общем-то, важно то, что внутри бизнеса. Часто бывает, вы наверняка тоже как сталкивались с таким, когда начинаешь бизнес, то если вот получается, ты работаешь с утра до вечера просто в поте лица, но все такие: да у него просто папа ему помог. Это точно так. А если ты говоришь наоборот, как бы все таки: ну как, в чем секрет успеха? Ты такой: да просто повезло. Все таки: да нет, ты просто много работаешь.
и это все обратно работает, да. Поэтому вот эти два бизнеса, собственно, один с толстовками я в итоге, когда релоцировался на Бали, я жил на Бали, и когда я уехал, я решил продать своему товарищу из университета, он успешно продолжает дело, там продажи растут гораздо больше, потому что там Семен Кибала в 22 года и я там в 33 года, это уже совершенно два разных человека. В общем, иногда нужно вовремя просто отпустить. Да, иногда нужно вовремя просто отпустить свое детище и дать тому человеку, который выстроит систему. Вот так произошло с компанией Unifashion, о которой потом даже вышла книга. Вот история довольно интересная. А наушниками я до сих пор занимаюсь. Вот, ну и сейчас, живя на Бали, я обучаю людей инвестициям в криптовалюту. Вот, собственно, как ты упомянул, мою книгу «Инвестор за выходные», она стала довольно популярной в русскоязычном сообществе по всему миру, и читатели начали писать, а может быть, ты чему-нибудь наш обучишь, как бы у учителя есть учебник, а учитель ничего не преподает. И я подумал, этот ваш инфобиз, я этим не буду заниматься. А потом, ну ладно, давайте, что там, как. Вот, и все как-то пошло. Последние 4 года я этим занимался. Сейчас пока временно решил отдохнуть от этого, написать еще одну книгу. Сейчас как раз качает крипта, и очень много людей потеряет в крипте. И очень легко говорить про доходности, очень легко обещать большие цифры, и они действительно будут. Но они будут у тех людей, которые разбираются, которые в рынке, которые осведомлены, самое главное. По сути, деньги перетекут от нетерпеливых людей к терпеливым. Поэтому, чтобы помочь хотя бы осознанным людям, которые читают книги, я бы хотел, собственно, чтобы вот до основного булрана, до основного роста вышла моя новая книга «Криптоинвестор за выходные». Я думаю, что, в общем, ваши слушатели тоже смогут ее прочесть в ближайшие месяцы. Будем ждать с нетерпением. Да. Поэтому сейчас вот, собственно, я, резюмируя, запустил новый YouTube-канал, пишу книгу, ну и стараюсь на самом деле проводить больше времени с детьми, путешествовать, потому что в какой-то момент ты осознаешь просто, для чего это все, ради чего. Потому что многие люди, они стремятся заработать там свои миллиарды, но когда у тебя уже есть там определенная сумма, ты понимаешь, что ты можешь себе позволить 90% вообще всех активностей в мире. Что тебе еще нужно? И эти цифры, они перестают иметь значение, если ты не проводишь время с друзьями, с родственниками, с детьми и просто не живешь свою самую счастливую жизнь. Вот и последнее в этот счет, может, мы чуть подраскроем, то, что огромное количество людей, которые достигают великого успеха и в деньгах, и в бизнесе, и вот, ну, то есть это какая-то икона успеха, они несчастны, потому что у них нет любви, у них нет счастья и здоровья в 60 лет. А именно эти три вещи никак не купишь за деньги. Поэтому неважно, на каком этапе вы находитесь, сколько вы зарабатываете, где вы живете, есть ли у вас семья, развод, вместе вы счастливы там, это абсолютно не имеет значения. Вы должны всегда соотносить свои мысли со своим сердцем и понимать, а счастлив ли я в этот момент? Потому что если нет, то часто люди откладывают жизнь на потом. То есть вот когда у меня будут деньги, я буду счастлив. Когда я, не знаю, снова найду там женщину, тогда я буду счастлив. Когда. И в итоге когда, они оттягивают это вот счастье в моменте. И неважно, сколько денег. То есть зарабатываю, там, у меня была стипендия $10, просто это смешно даже говорить. И при этом я чувствовал, что мне все нравится. То есть даже не 10, может быть, там $20. Другой курс же был. И, то есть, не имело значения. Я понимал, что вот те, с кем ты общаешься, вот это и есть то золото, которое есть самое То главное. есть ты был счастлив в моменте. Да, в моменте это самое главное. То есть баланс и душевно, и там друзья, ну, заработок, возможно, хватало или нет. Просто, ну, если $10, мне кажется, все равно об этом мысли закрадываются. То, что не хватает денег, все равно это как-то подшатывает. Вот знаешь, мне интересно, я буквально на днях, вчера или позавчера с супругой обсуждал вот этот момент, я говорю, ты знаешь, вот мы хотим там достичь какого-то финансового уровня определенного и думаем, что будем счастливее жить, я не знаю. Но я говорю, подумай, сколько людей хотело бы оказаться на нашем месте, у которых на месте ноги, руки, здоровье. Абсолютно верно. Мы живем в целом, ну, в такой стране, которая прогрессирует, есть где жить, есть где поесть. То есть что еще нужно для счастья? И вот как раз-таки, как ты пришел к этому пониманию? Сразу ли ты пришел, или ты осознал это, когда уже достиг какого-то финансового уровня?
Ну, тут стоит прокомментировать еще раз. Обычно говорят, вот деньги не сделают тебя счастливым. Мгм. В этом есть, это как бы partly truth. То есть деньги, я бы сказал, деньги не сделают тебя счастливым, но их отсутствие могут сделать тебя несчастным. Вот, Да. вот это важно. Поэтому, безусловно, есть какая-то такая красная линия, красный уровень, когда ты думаешь о том, на что мне, на что мне арендовать квартиру, на какие деньги, на что мне прокормить себя или семью. Это, безусловно, там как бы вот все мысли об этом. Но как только ты выходишь на определенный уровень, ты вот по этой пирамиде Маслоу растешь вверх, и ты уже задумываешься о том, а что мне нравится, Мгм. а где бы я хотел жить, а чем бы я хотел заниматься. И мне всегда вот это было как раз интересно, а для чего я вообще на этой планете? То есть, что я вообще буду здесь делаю? Чего я хочу на самом деле? И я для себя понял, то есть каждый определяет свои ценности. У Мгм. кого-то они, может быть, и в деньгах. То есть ему нравится вот ездить на Ламборгини, очередная машина, неважно, в кредит или на свои деньги, какие-то часы, дорогие отели. Для меня я вот понял, что самая главная ценность в моей жизни– это независимость. Я хочу купить свою независимость. Для этого мне нужны деньги. Потому что независимость для меня– это счастье, удовольствие и любовь. Потому Мгм. что именно с деньгами, вот есть 3 пункта. Это я всегда себя спрашиваю в любом этапе жизни. Я живу там, где я хочу жить. Я путешествую столько, сколько хочу. То есть вопрос где. Второе. Меня окружают те люди, которых я люблю, которые мне нравятся. И не окружают ли те люди, которые делают меня хуже, которые мне Мгм. не нравятся, которые недолюбливают меня. Этих убрать, этих больше. И последнее– это занимаюсь ли я тем, от чего меня прет. Чтобы я вот проснулся утром такой и сегодня будет такой охеренный подкаст. Вот это правильное состояние. Не то, блин, сколько будет просмотров, будет ли платить мне Google $100 за это. Это сразу же путь в бездну. Вопрос от того, что ты просыпаешься и думаешь, я не могу заснуть, потому что я хочу этим заниматься. И я просыпаюсь, чтобы Мгм. заняться этим снова. Поэтому вот где, что и кто? Вот эти 3 вопроса, они меня всегда волновали. И вот я жил в общаге, там 150 рублей в месяц платили, там какие-то субсидированы, но это просто какие-то копейки. Жил с 2 соседями, там еще помимо соседей были крысы, клопы и тараканы. Не без этого, да. Но у меня была свобода. Я мог делать все, что я хочу. Всем вокруг на меня было, грубо говоря, наплевать. То есть нет кого-то, Мгм. кто тебе говорит, что ты должен делать так. В этом и фишка университета. Многие отваливаются, потому что преподам на тебя абсолютно насрать. Это в Мгм. школе, там, вот, пожалуйста, Салим, сдай математику, и тогда у тебя будет медаль, там, ты поступишь. В университете такая история. Как бы не ходи на пары, да вообще, мне на тебя насрать. Не будешь ходить, не сдашь экзамен, не получишь диплом, не устроишься на работу. Поэтому ты сам самодисциплинируешься, и поэтому у тебя просто чистый белый лист бумаги без даже разлиновки или квадратиков, Мгм. клеточек. Ты можешь нарисовать ты можешь писать как хочешь. Можешь огромное сердечко нарисовать, а можешь просто написать огромное письмо мелким шрифтом своей любимой девушке. И вот в этом и история. Это Мгм. свобода. Поэтому для меня всегда вот тот достаток, который у меня был, он не был таким важным, потому что акцент всегда переносился, прет ли меня то, что я делаю. И когда прет, деньги, они просто находятся сами по себе. То есть когда ты бьешь в одну точку, и ты э, говоришь, что нет, это получится, мне это нравится, деньги обязательно находятся. Мгм. Безусловно, ты это все должен просеивать знаниями, читать много книг, смотреть интервью, общаться с людьми. В общем, ну, опять же, возвращаясь к тому, что общаясь с людьми, Мгм. с теми, кто в чем-то тебя опережает, ты сразу же подтягиваешься на его уровень. Если ты путешествуешь в другие страны, ты видишь, как люди по-другому живут. Например, Да. есть те люди, которые там богачи из Москвы, которые никогда не путешествуют, они всегда в своей капсуле живут, они И не им знают, как комфортно, да? по-другому. Да. А здесь, ну, скажем, приезжаю я в другую страну, вот ездил на Филиппины. Я могу себе позволить остаться в любом отеле, в самом лакшери, что, в принципе, я иногда и делаю. То есть, ну, прикольно, классная кровать. И первую ночь я остаюсь там в самом высоком отеле, лотте в самом центре. Но потом я живу на каких-то деревянных нарах по коучсерфингу бесплатно. Просто потому что я хочу посмотреть, а как живут филиппинцы, кто такие филиппинцы. Мгм. И мы просыпаемся вместе, он говорит, вот тебе кукурузовое молоко. Я бы получил кукурузовое молоко в отеле в каком-то.
Нет, скорее всего, какой-то был бы Intercontinental Breakfast. И тут он говорит, блин, извини, я не могу с тобой провести сегодня время, потому что я еду на свадьбу к своему однокласснику. А я такой, возьми меня с собой. М. А он такой, ты реально? Я говорю, да. И мы едем непонятно в какой-то другой филиппинский город. Там только одни филиппинцы, их 1000 людей, и я такой просто снежок приехал. Вот в этом кайф. И для этого не нужны деньги. Но для этого нужна смелость и перестройка. Ты должен быть просто выйти из своей коробочки, что Мгм. есть мир другой, и тебе не нужно пытаться доказать другим людям, что ты какой-то успешный. Ты успешный, когда ты настоящий. Вот в этом весь успех. Друзья, вы хотите повысить лояльность клиентов и увеличить продажи? Представляем вам UDS App. Мобильное приложение для бизнеса, которое помогает легко внедрить систему бонусов и скидок для ваших клиентов. Просто установите UDS, и ваши клиенты смогут зарабатывать баллы за покупки и рекомендовать ваш бизнес друзьям. Это инновационное решение для роста вашего бизнеса. Узнайте больше о возможностях UDS, перейдя по ссылке в описании. А когда ты посещаешь такие места, ты для себя записываешь видео, влоги какие-то? Ну, в последнее время я начал активно писать сторис, и потом их собирать в такие небольшие видосы, иногда там выкладываю рилсы. Но до какого-то момента я немножко опасался, потому что у меня была команда, и они говорят, Семен, когда твои сторис превращаются в точку, конверсия режется, все, нам конец, мы не продадим курсы. И я такой, нужны там 6 сторис в день. А я не понимаю, у меня каждое путешествие как кино. Вот я всегда в детстве смотрел фильмы, и вот за 1,5 часа с героем происходит все сразу. Он там падает под машину, его сбивают, он на мотоцикле прыгает с моста, потом там у него забирают дочь, потом он там взрывает что-нибудь. И я думаю, вау, я хочу жить как герой кинофильма. Хочу, чтобы у меня сценки очень быстро менялись. А не то, что ты покупаешь пакетный отпуск, приезжаешь и неделю просто ничего не делаешь. Когда ты сам себе придумаешь вот эти приключения, Мгм. когда скорее ты знаешь алгоритм вляпывания в истории, вот это и есть весь контент. И поэтому в какой-то момент я такой, я буду делать в своих путешествиях сторис, которые превращаются в точку, потому что событий очень много. И я заметил, что люди, которые меня смотрят от начала до конца, они со мной проживают этот опыт. Им тоже по кайфу, вау, как это, ты как герой кинофильма. И вот этом и кайф, то есть кому-то нужна спокойная жизнь, а кому-то, как мне, нужна вот эта вот клиповая штука, когда ты вляпываешься в то, что в обычной жизни ты не можешь купить за деньги. Ну, то есть у тебя нет цели там раскрутить именно свои соцсети, ты просто как бы живешь в кайф свою жизнь, там нет подъемы какие-то делаешь, выкладываешь. Ну, безусловно, мне интересна большая аудитория, потому что, Мгм. самое главное, что у нас есть, самая главная как бы ценность сейчас– это социальный капитал. И чем больше людей тебя читает, тем больше единомышленников, с которыми ты можешь вместе делать какой-то проект, которые Мгм. могут купить твою услугу. А если вы заботитесь о своей репутации, вы делаете классные услуги. То есть вот у меня есть книга, которую прочитала 60 000 человек, и они регулярно мне пишут благодарности в Инстаграме или в Телеграме. Ну, как бы, это как-то заносчиво? Да нет, я сделал офигенную книгу, и не потому, что я сказал, ребят, покупайте книги «Инвестор за выходные», самое лучшее. Нет, просто сотни людей пишут мне, и они подтверждают это. И когда ты заслуженно получаешь комплименты, тогда у тебя появляется еще больше мотивации делать. И представьте, вот вас смотрит, сейчас посмотрите, не знаю, там, 1000 человек. А представьте, у вас была бы ответственность трансляции ценностей на 100 000 человек или на 1 000 000. Ты понимаешь, это другая история. Да, ты параллельно там включаешь монетизацию, это окей, но ответственность и власть над вот мнениями и идеями, которые витают внутри нашей дискуссии, она очень высока. И вот эта ответственность, она как просто огненный шар внутри может развиваться и давать еще больше. Поэтому, по сути, развитие аудитории – это в наше время просто необходимость каждого. Мгм. Если ты хочешь продавать свою услугу без личного бренда, ну, не получится сделать такой буст. Без подкаста или ютуба, но тоже сложнее это делать. Зачем как бы усложнять? Плюс это навык публичных выступлений. Вот я абсолютно уверен, что самый большой успех в жизни приходит от soft skills, не от hard skills. Мгм. То есть вот у меня куча примеров вокруг людей, которые учились в университете, которые росли в корпорациях до очень высокого уровня, там, топ-менеджеры, но они очень узконаправлены. И, я тоже преклоняюсь перед их скиллами. Но если вы эрудированный, если вы красиво говорите, если вы четко доносите свою мысль, если вы можете организовать какое-то мероприятие или поездку для своих друзей, если вы можете договориться, навык переговоров. Вот. Но самый главный навык, это я еще в университете понял, это навык
продажи. Если ты умеешь продавать, если ты умеешь презентовать свою идею, это все. Вот ты можешь ничего не уметь, но можешь уметь продавать, и у тебя сразу же появятся деньги, а деньги – это ресурс для создания чего-то. Поэтому аудиторию набирают не люди, которые суперпрофессионалы в каком-то там узкой сфере, а люди, которые просто интересные, понимаешь? Вот эта разносторонность, разносторонняя развитость, эрудированность, вот это привлекает людей. Аутентичность, а не то, что там вот у меня есть на счете $1 миллион, я езжу на Ламборгини, и у меня там есть, вот, не знаю, курсы продаю. Да, но вопрос, насколько ты интересный человек. Конечно, если ты интересный, как вот, ну, то есть вы меня привлекли вашими подкастами, потому что там есть какая-то такая душевность, подход. И несмотря на аудиторию небольшую, все равно вот те люди, которые вас смотрят, я всегда говорю своим там подписчикам, друзьям, знакомым, которые такие, ну вот, с чего нам начать? Я говорю, создайте телеграм-канал или инстаграм, что-нибудь. И ну вот у нас там всего лишь 50 подписчиков или всего лишь там 300 подписчиков. Я всегда говорю, вы представьте этих людей в одной комнате. Они все смотрят на вас. Они все вот здесь. И вы можете им донести. 300 человек – это много или мало? Да это дофига. Лучше быть настолько популярным вот в своей узкой нише, но быть собой, нежели для всех. Я даже не задумывался, кстати говоря, с этой стороны, и сейчас прям инсайт словил. И вправду ведь, если собрать все эти там 100 или 50 человек, Да это даже же... если хотя бы один человек, услышав что-то у нас на подкасте, для себя вынесет и, например, Да. начнет то же самое там инвестировать или же там просто там откладывать деньги, я не знаю, ну хоть что-то полезное для себя вынесет, это уже хорошо. Мы поэтому как бы и записываем, потому что хотим, чтобы люди поняли, что это просто, потому что очень много людей вообще не в курсе там за инвестиции, за крипту, боятся этого всего. Как-то хочется более просто это объяснить людям. Потому что мы сами вот буквально год назад вообще ничего подобного не знали. Просто начали как бы шерстить, что-то изучать, и сейчас у нас там и акции попробовали купить, и там в крипту залезли. В принципе, это все доступно. Это все доступно, и это все необходимо каждому. То есть я не считаю возможным в нынешнее время жить комфортную жизнь без навыка инвестиций. Это звучит страшно. Кажется, ой, нужно высшее образование экономическое, нужен какой-то статус квал-инвестора, нужно куча денег. И вообще у меня нет времени на это все. Это все заблуждение, мифы. Потому что люди не осведомлены. Нас в школе учат химии, физике, математике, но нас не учат навыку зарабатывания и приумножения денег. На мой взгляд, это просто как надеть кислородную маску в какой-то момент умирающему человеку. Потому что по факту, ну вот, скажем, зарабатываете вы $1000. Окей, и у вас есть траты, ну, дай бог, на ту же $1000. Но благодаря кредитным картам эти траты могут быть $1100. И потом, потом отдам. Соответственно, потом вы неожиданно начали зарабатывать $2000. И кажется, вроде бы, вау, у меня на $1000 больше. На самом деле, нифига подобного. Ваши траты тоже растут. О, теперь я могу себе позволить ездить не на эконом-машине, а на бизнесе. Теперь я могу слетать куда-нибудь раз. Теперь я могу себе позволить в ресторане кушать. И все. Соответственно, вслед за доходами растут траты. И самое интересное, что в какой-то момент вы начинаете зарабатывать, скажем, там, не знаю, $10 000. Представим человека, который зарабатывает $10 000. И он такой, блин, да я супер успешен. Так будет всегда. Это у него нефтяная вышка. Поэтому я буду тратить $20 000, потому что, блин, ну они всегда вернутся. В какой-то момент, этот момент всегда у предпринимателя наступает. Черный лебедь выплывает, но траты уже превышают $10 000. А их дропнуть на $1000 очень сложно. И в этом проблема. То есть люди думают, что их богатство и успех зависит от цифры на счете, которую они получают каждый месяц. На самом деле, весь секрет успеха в том, сколько ты не потратил в этом месяце. Вот Сколько это дельта. оставил, да. А сколько ты оставил? Сколько ты заплатил? Вот есть такое выражение из книги «Самый богатый человек в Вавилоне». Это обожаю. сформировано еще в начале 20 века, 1900 какой-то год. Pay yourself first. То есть ты сначала платишь себе, Да. а не по счетам, там, вот сейчас я девушку свожу в кино, а потом, нет, заплатил себе, потому что вот эти деньги, которые не потратил, они обеспечат тебе большое будущее, как вот Кийосаки в своей книге «Квадрант денежного потока», и у него есть еще вот эта игра «Денежный поток». То есть там нужно выбраться из внутреннего круга на внешний. И это очень сложно, потому что ты должен
поменять свой майндсет. Как это? Да. То есть копи деньги. Ну вот я коплю такое, накопил 10 тысяч долларов. И Сразу что? потратить хочется. Да, я понимаю, ну вот я зарабатываю 1000 долларов, но у меня есть где-то 10 тысяч долларов. Как бы, а вдруг там кризис, а вдруг доллар обрушится? Ой, лучше там куплю телек, лучше куплю себе там часы, что-нибудь Мгм. еще. И люди, у них просто деньги карман жгут. Они не знают, что с ними делать. Но это уже следующий момент. Тут как бы должен быть комплексный подход. Первое – это такие базовые вещи. В каждой умной книжке написано: тратить меньше, чем зарабатываешь, и откладывать. Это степ номер один. Без него невозможен успех. Ни при каких обстоятельствах. Никак. Мгм. Работаете вы в найме, на себя, вы крупный бизнесмен, все должны это делать. Без этого не получится. Откладываешь. Следующее. Там, начинаешь сохранять свои деньги. То есть, Мгм. если ты просто копишь деньги, то инфляция их съедает. По факту у тебя есть $1 000 000, но через год это уже там 900, грубо говоря, там 950 тысяч долларов Мгм. самоценность. Ты можешь купить на 950 тысяч. 5-6%. Да, ну там 5%, сколько инфляция американская. Мгм. Поэтому важно научиться сдерживать эту инфляцию и продолжать откладывать. Следующий этап – это научиться обгонять инфляцию, чтобы деньги начали делать деньги. Мгм. Соответственно, и со временем, вот наполняя эту коробочку, изучая, вы сможете сделать так, что процент, который вам дают эти деньги, он превышает ваш активный доход. И в целом вы будете расслаблены от того, что, ой, там, есть работа, у меня нет работы. Опять же, когда работаешь за деньги, ну, сложно. То есть Мгм. сколько людей, вот даже те зрители, которые нас смотрят, сколько людей ходит на работу из-за денег. Потому что они должны платить по ипотеке, потому что они должны кормить свою семью. А как я, Семен, как я уйду с работы? У меня, 2 детей, понимаешь? И я должен платить алименты. И, соответственно, ты идешь на работу, которая тебе не нравится. Она тебя изматывает, у тебя больше стресса, ты не хочешь на нее идти, ты не развлекаешься, не знаю, начнешь бухать. И все это порочный круг, из которого не выбраться. И все это любой может выбраться всего лишь простым действием. Начать, мать твою, откладывать деньги. Не для того, чтобы купить себе какую-то поездку в Турцию, не для того, чтобы обновить машину через 2 года, а просто для того, чтобы сохранить свое здоровье и стать чуть более независимым. И следующий Да. этап уже, а как обогнать инфляцию? Как получать пассивный доход какой-то там? И здесь уже, ну, выходит навстречу, соответственно, нам разные способы. Один из них вы уже упомянули, это фондовая биржа. Мгм. Можно попросту покупать просто акции, грубо говоря, долю в большом бизнесе. Они будут работать, а вам просто выплачивать дивиденды. Индекс. Это первый этап. Индексные фонды, если вы знаете об этом, то это еще круче. То есть вы покупаете на небольшую сумму сразу же диверсифицированный портфель из самых лучших компаний, из самых крутых бизнесов во всем мире. Мгм. Покупая одно и то же, внутри там все меняется. То есть если... Да. Вот смотри, Семен, у меня такой вопрос про индексные фонды. Вот ты же свой первый капитал, получается, говорил, сделал на именно акциях, правильно? На ETF-ах, точнее. На IPO, если быть точным. То есть самые на крупные IPO. деньги заработаны на IPO. Но, Мгм. опять же, мне иногда так как бы кидают страйк. Подожди, а что ты там продвигаешь ETF какие-то скучные по 10% в год, Мгм. а сам типа там рейс такой сделал иксы на IPO. Мгм. Но дело в том, что для 99% людей то, как я заработал деньги, не подойдет. Мгм. Это экстремальный риск. Мне просто повезло. Просто, мне просто действительно, ну, я пришел с определенным капиталом и с определенным пониманием рынка, что я могу рискнуть в этот Мгм. раз. Но опять же, я не рисковал всеми деньгами. Я понимал, к чему это может привести. Но, опять же, везет тому, кто везет. И, ну, Мгм. мне действительно повезло, я сделал ставку. Но каждому человеку необходимо знать, что такое ETF. ETF, индексные ETF-фонды, потому что именно они долгосрочно приводят к успеху. Но когда Мгм. ты углубляешься в этом, начни с этого. Это потому что такая вечная линия. Можно там 10-20 лет инвестировать. Но чем больше ты углубляешься, тем больше ты видишь вот те самые небольшие возможности, которые иногда возрастают. О, Мгм. IPO. Я уже что-то знаю, я не боюсь поучаствовать. Это длится год и обычно обрушивается. Ну, всегда по-разному. Сейчас, в частности, это крипта. То есть прямо Мгм. сейчас, если зайти в рынок крипты, то есть такой показатель, э, коэффициент Шарпа. То есть нам не важна доходность, как вот большинство начинающих инвесторов, они смотрят, какая там, слышь, какая доходность, там 10%, 20%, Мгм. мне нужно иксы, мне нужно 200%. Хм. Но что за этим стоит, какой риск? И риск тоже измерим. Риск, например, волатильности, насколько она отклонится вниз. И нам важна не доходность отдельно или отдельный риск, а их отношение.
То есть на каждую единицу риска ты должен выжимать максимальную доходность. Если ты очень сильно рискуешь, то ты должен очень много заработать. Но часто люди неосведомленные, они очень сильно рискуют, но при этом ради, средней доходности. Чуть-чуть поднялось, забрал, да? Да, вот эта история. А если мы говорим про ETF, то там прям такой есть баланс риска доходности. Да, как бы, доходность не очень высокая, но она стабильная и предсказуемая. Крипта высокая доходность, но ты там как бы вот свой риск должен прям в узде держать. То есть ты, получается, уже сколотил свой капитал именно на IPO, а потом уже пришел именно на ETF, перешел. Я так понимаю. Потому что изначально сразу идти на ETF, мне кажется, это очень много лет уйдет, правильно, чтобы прям сколотить Не совсем. Опять же, нужно каждому, кто не в теме инвестиций, начать с этого, потому что это относительно безопасно. Ты начинаешь, откладываешь, то есть вот путь каждого инвестора, 90% людей, это, как я уже говорил, тратить меньше, чем ты зарабатываешь, эту сумму инвестировать в понятный, предсказуемый инструмент, как ETF. Но в какой-то момент, если ты понимаешь, что у тебя есть время разбираться, если ты готов рискнуть, какую-то небольшую долю ты можешь как бы фишки поставить на стол и там инвестировать, например, в крипту или в IPO. Но часто люди не будут заморачиваться. И даже если будет, есть огромный риск обрушения. Поэтому эта история не для многих откликнется. Как бы многие будут хотеть большую доходность, но при этом большинство потеряет деньги. Знаешь, заработать, увидеть большие цифры, а потом увидеть меньше, чем бы ты на ETF заработал, это еще хуже. Но морально люди из-за этого перечеркнут, в принципе, свое отношение к инвестициям. Они будут бояться их, как огня. Поэтому ETF, они должны быть всегда, но небольшая доля, узнал что-то про биткоин, купи. Но попрощайся с ними заранее. Попрощайся заранее, да. Но при этом знай, как сделать так, чтобы не прощаться навсегда. Поэтому, например, сейчас, когда мы вот записываем подкаст в октябре 2024 года, купить биткоин – это хорошая идея. Как либо навсегда его купить, грубо говоря, там на 10 лет вперед, либо же, если у вас небольшая сумма, что, скорее всего, там у вас не миллионы долларов, купить и продать через год, когда все будут говорить об этом. То есть тогда будут все хотеть купить, и вам как раз нужно будет им отдать, предоставить эту возможность купить биткоин за любые деньги. Как раз покупают, когда уже все на хаях. Да. То есть биткоин еще есть смысл сейчас покупать. Да, если понимать ценность самой сущности биткоина, то в него можно влюбиться, как я. И я не планирую ее продавать, можно сказать, никогда. То есть это новое золото. У него есть определенные свойства, которые выделяют его среди. То есть это не замена обычным деньгам. Это не замена золоту или акций. Это просто еще один класс активов, который невозможно игнорировать. К слову, если мы говорим про его децентрализацию, то, что он никому не принадлежит, никто его не контролирует, Да. и он распределен, по сути, копия блокчейна биткоина хранится на 17 тысячах или 19 тысячах нодах, то есть компьютерах по всему миру. Невозможно там представить пушку к оператору одного компьютера и сказать: а ну-ка, исправь, дай мне деньги. Невозможно. 17-20 тысяч – это очень много. Поэтому в чем история? Вот эта мысль, которую я бы хотел донести до ваших зрителей, которую я, на самом деле, посмотрел у Майкла Сейлора. Это один из таких амбассадоров, пропагандистов биткоина, который, вот послушав пару интервью Майкла Сейлора, невозможно не инвестировать в биткоин. Любимая, тащи бабки, инвестируй в биткоин. Это вот после выступления. Он говорил такую простую вещь. Когда мы храним деньги, например, в корейских вонах, в российских рублях или в долларах, мы, по сути, доверяем наши активы государству. Но вдруг оно начинает войну, вдруг оно как-то некорректно себя ведет в плане кредитно-денежной политики. По сути, эти деньги могут превратиться в бумажки. Они обеспечены только государством. А там тоже, бывает, не самые умные люди приходят. И, то есть, любая валюта, она принадлежит государству. Любая акция принадлежит компании. Биткоин не принадлежит никому. И вот основная мысль. Когда в мире начинается какая-то заварушка, войны, банкротство, люди не хотят привязываться к какому-то конкретному государству или компании. Они хотят инвестировать в тот класс активов, который является бенефициаром хаоса. И это биткоин. Покупая биткоин, ты инвестируешь в хаос. И вот ответьте сейчас на вопрос. В мир идет к хаосу и нестабильности? Или наоборот, к стабильности и комфорту, спокойствию?
И это как раз ответ на этот вопрос даст вам ответ, стоит ли купить биткоин или нет. Это интересно. Есть разные, да, возражения. Кто-то против биткоина Ну, говорит, есть и всякие что... теории Мгм. такие по поводу, ну, эмиссии биткоина. То есть основная часть находится на спящих кошельках, Да. более 50%. И говорить то, что биткоин никому не принадлежит, ну, типа, так себе. А давайте подумаем, что этим людям нужно, что они хотят. Вы думаете, они в какой-то момент выйдут в кэш, но тогда что они на эти деньги купят? Зачем они им? Эти люди, они будут хранить его всегда. Но, скорее всего, это нужно им для управления. Вот это, на самом деле, Сева, ты говоришь, прям зришь корень. Если говорить на языке цифр, 93% всех биткоинов хранится всего лишь на 3% кошельков. Мгм. Это экстремально манипулируемый рынок. Мгм. Но эти 3% кошельков, их задача просто забрать деньги у Машина по 97 сжиганию денег. у других людей, у 97% людей, которые такие, это наш шанс, мы ставим все. Они настолько жестко манипулируют этими циклами, что просто деньги от нетерпеливых людей переходят к терпеливым. Богатые становятся богаче, бедные просто просирают свои бабки. Интересно. Вот я слышал от Кийосаки тоже. Вот я вообще фанат Кийосаки. Ну, я знаю, что ты тоже вроде бы много чего именно похожего говорил в своей книге также. И вот он почему-то называет криптовалюту народными деньгами. Почему он так считает, как ты думаешь? Ну, это как раз вот о том, что нет какого-то централизованного органа, который это все управляет. Мгм. То есть биткоин невозможно захватить полностью и управлять им, по сути, потому что управление отдается народу, обществу, вот этим. Пусть и 3%, по сути, кошелькам, ну, основное управление, но в любом случае это как раз про то, что он не принадлежит Мгм. Америке, он не принадлежит какой-то отдельной компании, Bitcoin Corporation. Но что стоит отметить, это то, что сейчас, вот в 2024 году и за год до этого, крупные, самые богатые, самые влиятельные люди в фиатном мире, ну, в обычных деньгах, Мгм. они поняли ценность битка. И поэтому сейчас они, как снегоуборочная машина, забирают. И однажды они начнут контролировать весомую долю, как, например, тот же Майкл Сейлор. Мгм. Они в итоге будут его контролировать тем, что они возьмут и купят 10% всей эмиссии биткоина, потому что у них есть на это деньги. Но это займет время. Вот, поэтому сейчас пока, по сути, это цикл последний, когда мы можем позволить себе купить один целый биткоин. Последний цикл. Потом это будет невозможно. Биткоин будет стоить $1 000 000 со временем. И это будет уже неподъемная сумма. Когда добудут последний. Еще раньше, я думаю. Да будут последние ориентировочно в А, 2140 году, Мгм. но это еще 100 лет, камон. То есть сейчас он уже стоит. То есть даже несмотря на то, что уже там капитализация биткоина такая огромная, это все равно возможно, что он может так выстрелить еще. Безусловно, он точно будет расти. От чего? Здесь есть простая истина. Мгм. Почему какой-то актив растет в цене? Потому что спрос превышает предложение. Потому Мгм. что меньше продавцов, чем покупателей. И Мгм. когда все кругом поднимают руку и говорят, мы хотим купить биткоин, пожалуйста, продайте нам биткоин по любой цене. А продавцов несколько, и они такие, зачем нам продавать за 65 тысяч долларов, если мы можем продать за 100? Все равно И купят, да. все равно купят, да. И рынок регулирует цену. То есть Мгм. это жесткая манипуляция. Соответственно, в какой-то момент большое количество людей поймет, что им биткоин нужен, но биткоин уже будет ограничен. То есть в отличие от акций, которые можно сделать доп. Эмиссию, в отличие от денег, которые можно напечатать, биткоин имеет дефляционную природу. То есть он, вот есть такой процесс халвинг, соответственно, его становится добывать все сложнее. То есть он супер ограничен в количестве, а желающих его купить все больше, потому что инфраструктура развивается, появляются новые Мгм. кошельки, все больше компаний об этом говорит, все больше медиа об этом говорят. То есть интерес растет экспоненциально. Мгм. При этом его количество экспоненциально падает, потому что оно уже добыто почти полностью. Интересно. А, допустим, если есть какая-то альтернатива биткоину, которая проще добывается, но и там количеством больше, например, и в целом удобнее, например, биткоина, есть ли такая вот возможность, что все те, кто Ну, верит в уже биткоин, есть такие, да, да, которые Вы говорите про быстрее. криптовалюту? Да. да, Ну, безусловно, есть, например, главный аналог – это Litecoin.
Это, по сути, тот же биткоин облегченный, у него есть возможность гораздо быстрее и дешевле переводить, но, по сути, эта криптовалюта обладает теми же свойствами. Мгм. Но, как мы уже говорили, по сути, самое главное в крипте– это внимание, это маркетинг, это популярность крипты. Биткоин уже улетел слишком далеко. Его, догнать весьма сложно. Хотя в целом есть определенные там тенденции, что эфириум его может догнать. Но в любом случае, сейчас весь рынок криптовалют занимает 2 триллиона долларов. И при этом половина– это биткоин. То есть Мгм. разрыв от следующей валюты, то есть 50% биткоин, 20% эфириум, и на оставшиеся 30% приходится там десятки тысяч мелких монет. Этот разрыв гигантский, поэтому биткоин– это стабильная, проверенная криптовалюта, которая имеет свой бренд. Поэтому здесь безусловно, разрабатываются новые криптовалюты, но у них нет такого маркетингового эффекта, как есть у биткоина, который в ближайшие годы не повторить. Еще Интересно. А интересно я то, что... хочу, я один Давай, из давай. тех, кто сейчас вот прям загорелся побежать и купить этот биткоин. Да. Интересно еще, знаешь что? Вот недавно же приняли ETF биткоин, Да. но при этом то есть государство разрешает сделать там ETF биткоина, покупайте на фондовом рынке, но основная часть биткоина непонятно где лежит. То есть как это вообще мэчится? Происходит так, то, что есть реальные сведения о том, то, что основная часть биткоина неизвестна у кого, но при этом государство позволяет покупать ETF. То есть оно, по сути, говорит, что мы же и владеем этими кошельками и управляем, или же они просто дают на откуп, типа, вот мы ему доверяем, покупайте типа ETF. Вот. Как это сходится? А можешь переформулировать еще раз? Смотри, вот Коротко. основная часть Мгм. самого биткоина находится непонятно где и непонятно у Мгм. кого. Типа спящие кошельки, ты о них? Ну, не то, что спящие кошельки, но Богачи криптоны. да. Ага, И при этом у государства нет управления над ним. да. Вот. И при этом оно позволяет покупать ETF. Да. Ну, то есть делать биткоин ETF. Биткоин ETF– это бизнес. Чтобы купить ETF, нужно заплатить комиссию управляющей компании. Например, BlackRock, самый крупный ETF-фонд iBit. Мгм. Это самый быстро растущий ETF в истории. То есть компания BlackRock, у которой активы измеряются триллионами долларов по всему миру. Это просто самые богатые люди вообще на планете. У них есть возможность зарабатывать еще больше денег, предоставляя возможность людям, которые не хотят заморачиваться с кошельками, какими-то сид-фразами, криптобиржами. Что это вообще такое? Мгм. Они могут в привычном для себя приложении, там, Robinhood, нажать 2 кнопки и купить биткоин. Типа, о, биткоин? Какая-то любимая, это вроде хайповая тема. Да, давай заливаем всю пень сюда. Поэтому это, по сути, дверь, через которую можно получить больше денег от людей, которые хотели бы Мгм. инвестировать, но не хотят заниматься новыми технологиями. А компании, они будут снимать сливки комиссионных. То есть крипта меня лично привлекает как раз э, своей независимостью, тем, что ты Мгм. можешь обладать ей, и никто не будет знать, сколько у тебя, и тебе не нужно упрашивать кого-то, пожалуйста, разреши мне продать биткоин в субботу. Да никто не будет тебе разрешать, потому что биржа не работает в субботу. Но суть крипты, что ты можешь продать и ночью, и 24 часа на 7, 365 дней в году. Да, это кайф, кстати. Вот. И, соответственно, покупая ETF, это просто возможность богатым людям зарабатывать еще больше и возможность получить клиентов, то есть дать возможность клиентам, которые хотят купить биткоин, но не хотят заниматься изучением. Мгм. Поэтому здесь та компания, которая создает ETF, BlackRock, например, она не несет никаких рисков. Она просто знает, как закупить биткоин на деньги других людей и оставить себе комиссию. Поэтому, но в их руках при этом будет скапливаться огромное количество актива, который потенциально будет, грубо говоря, управлять миром. Мгм. Но при этом я не сторонник инвестиций через ETF, потому что теряется основная сущность– децентрализация. Я хочу быть единственным обладателем, чтобы никто мне не мог его запретить, продать или Вот, держать. кстати говоря, это интересная мысль, потому что вот то, что сейчас Семен подсвечивает, вот ты задал вопрос,
А я как раз был таким человеком, который тогда еще в крипте вообще не разбирался, и даже как открыть себе, по сути, там аккаунт на бирже, да. Я думаю, как раз услышали вот эту новость, что ETF будут. А у нас уже был. То есть аккаунт, мы акции покупали, я думаю, о, а как купить? Ну, то есть, походу, это работает на самом деле. Для таких вот, как я на тот момент, когда не знал, мне бы было проще действительно нажать пару кнопок уже на проверенном, да, допустим, аккаунте и все, взять. Но сейчас я понимаю, что да, удобнее, оказывается, брать напрямую. Ну, удобнее не то слово, а может быть удобнее и в том же аккаунте. Напрямую это просто дает тебе весь профит, то есть ты получаешь все те свойства, ради которых мы покупаем биткоин. Мы покупаем биткоин не для того, чтобы на нем быстренько подзаработать, а для того, чтобы у нас было что-то в кармане на флешке или запомни 12 слов, и ты можешь миллиарды долларов перевести через границу. Это по сути твоя, ну, безопасность всего. Ты не зависим вообще ни от кого. И эта независимость, она лично меня очень вдохновляет. По сути, не зависишь вообще ни от какого государства. Да, но вот это же абсурд. Я приезжаю в Корею, мне говорят, у вас есть наличка больше, чем 10 тысяч долларов. Хм. И ты как бы думаешь, почему вы должны проверять? Но ты можешь запомнить 12 слов и перевести миллиарды. И вопросов никаких не будет. Да. Интересно. И комиссию можно... Сколько там, $1? За Получается, ты транзакцию? сид-фразу запомнил, да? У меня есть, я не сторонник холодных кошельков, потому что я не доверяю, в общем-то, объектам каким-то. Мгм. Но я такой control freak, у меня вся моя жизнь — это таблички. Соответственно, я храню все, разумеется, онлайн, то есть чтобы я мог такой, типа, потерял сознание, ты где-то там проснулся на острове необитаемом, такой, так, где-то, значит, ну, флешки, разумеется, нет, вообще где я, что я. И когда добираешься до компьютера, я могу с помощью определенных действий достать все свои деньги. Они Мгм. распределены по всему миру. Мгм. Соответственно, я держу только все онлайн, но, опять же, это не то, что там фотография в заметках такая, ой, сид-фраза, прикольно. Взломал телефон и все, пожалуйста. У меня есть определенная система хранения сид-фразы, которая Мгм. абсолютно бронебойная, но при этом я с легкостью могу ее восстановить. Нужно в 12 стран прилететь, да? Да, Зайти там в определенный отель, взять бумажку, потом соединить. как в кино. Да, да. Где-то там раскопать там, И да. еще один момент, который мне очень нравится, опять же, раз мы продолжаем тему про крипту, это криптонаследство. Вот я считаю, что каждый сейчас обязан владеть хоть какой-то частью биткоина. 10 долларов, 20, 1000 – это не все ваши деньги. Просто какую часть – это просто необходимо. Мгм. Но не потому, что мы разбогатеем в следующем году. Но биткоин вырастет там в 2-3 раза. Это вау, у меня 60 долларов, я богач. Нет, это про то, что когда у тебя есть какой-то актив реальный, у тебя автоматически появляется интерес к этому. А что это такое? А почему он сегодня стоил 50 долларов, а завтра 100, а послезавтра 20? И ты начинаешь интересоваться. И вот этот как раз интерес, он позволяет тебе добывать новые знания. И потом, когда ты понимаешь, ого-го, биткоин, ты уже сознанием дела в следующем цикле заливаешь большую сумму. И это тебе обеспечит, например, возможность дать лучшее образование своим детям. Вам сейчас там меньше 30, но вы даже не задумаете, что вы можете купить сейчас биткоин на 1000 долларов, забыть его, и ваши дети будут учиться в лучшем вузе города. Действительно не задумывались. Ну Ну, вот. я не задумывался о таком. Но просто Но люди... дело в том, что многие переоценивают то количество дел и целей, которые вы можете сделать за год, потому что, блядь, в этом году у меня будет подкаст на 1 миллион подписчиков. Мгм. Переоценка. Мгм. Но при этом недооценивают, сколько они могут сделать за 10 лет. 10 лет. Ой, это слишком долго, зачем? Нет. Купи биткоин и посмотри, что будет. 10 лет не продавай его на любую сумму. 100 долларов, 500. Вот вы посмотрите подкаст, мы уже будем сильно мудрее, старее. Но у вас, вероятно, если вы вложите 100 долларов, в кармане будет 100 тысяч долларов. Да, потом будем локти кусать. Блин, надо было Семена слушать тогда. В тот день. Так, гайс, у меня есть для вас подарок из Бали. Вот Вау. пока не забыл, Прикольно. что запутался немного. Держите. Балийский привет. Спасибо. Спасибо огромное. Хм. Классный. Блин, надо было нам тоже какой-нибудь сувенирчик захватить из Кореи. Прикольно. Ну, ладно, сделаем. Все. Итак, мне знаешь интересно, что? Как ты вообще пришел к тому, чтобы написать
книгу? Это прям целое решение. У тебя какое-то образование именно было в этой сфере, или ты просто вот решил написать и написал? Мгм. Нет, никакого образования профильного нет. Я учился на IT-специальности. Просто в какой-то момент, я вот перед эфиром вам рассказывал, что когда я занимался толстовками, я настолько глубоко погряз в операционку, что понял, Мгм. мне нужно как-то перезагрузиться и что-нибудь еще новенькое придумать. И решил, и так появился проект «Охотник за идеями». Я подумал, что я люблю больше всего на свете. Это путешествие, Мгм. соло-трип, когда я один путешествую, и рассказывать предпринимателям о бизнесе, потому что, ну, это как-то здорово, имеет отклик, всем это интересно, там, пассивный доход, свой бизнес, это тема триггерная. И поэтому я сказал, что, ребят, я отправляюсь в Америку на 21 день и найду 21 бизнес-идею, такую же простую, как Unifashion, толстовки с логотипом университета, потому что где, если не в США, они будут. Нашел спонсоров. У меня была машина Ford Mustang Cabriolet. Я ее обклеил все в названии «Охотник за идеями», стикеры спонсоров. Это все смотрелось прям красиво. И поехал, соответственно, сначала на 5 автобусах от Нью-Йорка до Майами, потом улетел в Лас-Вегас, там взял свой кабриолет, жил только у местных, это добавляло как бы историй. Поехал на юг Калифорнии, в Сан-Диего, дальше Лос-Анджелес, Сан-Франциско и через Нью-Йорк улетел домой. И таким образом, собственно, вот появился мой бложек. Там было 0 Мгм. подписчиков, и в конце стало несколько тысяч. И тогда я понял, что криво-косо, но что-то получается, как-то выдавать информацию, и людям это интересно. Да, все тогда читали паблики, бизнес-паблики ВКонтакте, там истории, какие-то цитаты про успех, Мгм. но по факту, то, что делаете вы в том числе, вы подсвечиваете истории каких-то простых ребят, как мы с вами, соответственно, как вот не с каким-то капиталом открыл, а когда ты вот сам как бы барахтаешься и что-то получается. И поэтому я начал писать, рассказывать про свою историю, показывал истории других людей, и таким образом получил свою там мини-популярность. Мгм. Вот. И именно в тот момент я понял, что у меня появляется такое ощущение графоманства. Мне нравится писать. Мгм. И сейчас, перечитывая то, что я тогда писал, это, конечно, ужасно. То есть все криво, косо выглядит. Вы, может, свои первые подкасты также будете смотреть. Боже, почему мы так выставили камеру? Вот. А со временем мы такие, вау, и вот этот вот путь. И потом в какой-то момент я понял, что вот как бы говорили там писатели, как Пушкин, Достоевский, что можно пером убить. То Мгм. есть слово имеет настолько сильный эффект, когда ты им можешь распоряжаться. А это опять же, soft skill, который нам нужен. Составить продающее письмо, написать кому-то такое сообщение, чтобы он, например, пришел на подкаст. Это же тоже все навык. Если ты напишешь 100 таких сообщений, конверсия вырастет, потому что ты, черт возьми, научился, на какие сообщения реагируют, Хм. а на какие нет. Что понравилось. Или, например, ты можешь взять обратную связь. Семен, скажи, а почему ты решил нам ответить? И если ты примешь, если ты возьмешь у 20 людей, а почему ты мне не ответил, например, ты можешь спросить. Мгм. Можно оставить просто неотвеченным сообщение. Типа, мы еще посмотрим, кто кого пригласит. А можешь написать, я понял, что ла-ла-ла, но там вы не придете, но почему вы не захотели прийти? И он скажет, типа, что-то какие-то подписчики, там, мне это не нужно. Или кто-то скажет, там, я занят. Или кто-то скажет, а я пропустил сообщение, а ты был не настолько настойчив, чтобы написать Мгм. еще раз. Мгм. Вот, соответственно, я понял, что это навык, он просто необходим, он мне нравится, и он еще и монетизируется. Поэтому я постепенно начал втягиваться, и в какой-то момент я подумал, я столько много всего написал, а что если выпустить свою книгу? Мне там просто там 20 плюс, и я думаю, типа, книгу выпустить, которая будет продаваться в каждом книжном магазине всего СНГ. Это же круто. И поэтому 50% идеи издания книги были в том, чтобы, реально это возможно, чтобы какой-то М. там просто молодой парень без какого-то большого имени написал книгу. А второе, это то, что, ну, эти знания реально, они нравятся там, лайки, репосты, их же можно собрать воедино и прочесть. Плюс это все под соусом того, что я сам люблю читать, Мгм. и я очень уважаю авторов книг, потому что это недооцененный актив. То есть люди становятся популярными в интернете, потому что у них миллион просмотров, когда они там едят еду, Да-да. путешествуют, что-то. А те люди, которые реально очень умные, они не записывают влоги, Ну, они это пишут книги. скучно. Это скучно, да. И это, на самом деле, ну, подтолкнуло меня к написанию книги, и получилось. Первая книга выходит в топовом издательстве России «Миф» Мана Луно Фербер. На всех прилавках рядом там с книгами Тинькова, Стивен Кови, и все это я такой, вау, это я, Думай, нифига себе. богатей. Да, и Наполеон Хилл. И все это как бы вместе очень круто. Вот.
И дальше такая развилка. Первое, это меня привело к тому, что, о, нифига себе, это что, я автор книги? Автор книги Семен Кибала. Прикольно. Соответственно, я подумал, а что, если я буду общаться с авторами книг? И поэтому так появился мой подкаст «Деловая библиотека». Я начал писать, что, ребят, давайте пообщаемся, и вот эта история вин-вин. То есть вы приглашаете интересных вам людей, общаетесь, вам не нужно платить за это деньги. Гость получает выход на аудиторию, а аудитория бесплатный час, который, возможно, изменит их жизнь навсегда. И если они подхватят, как сказал Это круто, да. Сева, всего одну мысль. Одна мысль из 12 подкастов в год, 12 мыслей, реверс. Поэтому, как я уже сказал, автор книг – это не инвестиционный актив. Они зачастую соглашаются, даже не понимая, насколько они крутые. Потому что пригласить блогерса там, с аудиторией 5 миллионов – это очень сложно. А пригласить человека, который продал, не знаю, там, 50 тысяч книг, которые продаются в каждом книжном, это гораздо проще. Но он, возможно, гораздо глубже по вашей теме, чем тот блогерс. И так появилась первая книга. Но мы продали 3000 книг, и они ее не перепечатали. Не было допечатки. И меня это так закусило. Я подумал, я Семен Кибала, и у меня не перепечатали книгу, вы еще пожалеете. И, соответственно, потом, я оставил эту тему, я подумал, я еще вернусь на эту сцену. И потом, соответственно, была пандемия, я начал говорить, что, ребята, я вообще скрытый миллионер, тут у меня есть деньжатки, я инвестирую, все таки, о, нифига, расскажи. И я всю пандемию запирался на балкон и писал посты. И все таки, о, ETF, прикольно, инвестиции, откладывать 10%, и тогда ты разбогатеешь. Серьезно, нужно откладывать? Я такой, серьезно, ребята, это же все знают. Но, оказывается, нет. Так появился подкаст «Деловая библиотека». Я начал приглашать авторов книг. Сначала не было особо подписчиков, поэтому какие-то люди из моего окружения, предприниматели, потом чуть побольше, и потом суперзвезды, когда начали приходить, я уже с помощью их имен приглашал других. Ты всегда растешь, и тебе всегда хочется все больше и больше. И вот я выпустил 102 подкаста, меня хватило на 5 лет, и все. Потом я понял, что все, надо сделать перерыв. Вот сейчас я заново делаю YouTube и уже не привязываю к гостям. И вторая развилка, как вы помните, меня супер закусило то, что мою книгу не перепечатали. И всю пандемию я писал посты про инвестиции. И в конце я просто проснулся, как в кино, такой, знаешь, камера сверху, и я такой с матраса поднимаюсь, такой, я все понял. Я все понял. У меня уже написаны все посты. Тинькофф и остальные огромные брокеры, банки, они сделали все за меня. Они сделали инфраструктуру и вкладывают миллиарды рублей в продвижение приложений брокерских. И сейчас все растет. Черт, и нет книги, которая простой А, Б, С, просто вот как это сделать. Я просто настолько оказался вот в нужной точке, и мне это нравится, в нужной точке, когда моя книга станет просто вот, так, знаешь, я как апостол Андрей увидел, впереди, прямо сейчас я должен это сделать. Я собрал все посты, отправил на тот момент еще более крутое издательство России, Альпина Паблишер, которая переводила «Атлант расправил плечи», Стивен Кови «7 навыков высокоэффективных людей», Тиньковские книги переводила. Самые крутые книги. Да, самые крутые. И я им отправил, говорю, вот, типа, Семен Кибала, автор книги, автор подкаста, 100 подкастов на минуточку. Вот, сколотил капитал на IPO. И на следующий же день мне прислали контракт, Семен, подписывай с нами, и больше никого не отправляй. И я такой, вау, вот это круто. Ну, потому что я был уверен, это 100% зайдет. И эту уверенность в синергии с тем издательством, которое я написал, они дали супер результат. Смотри, у меня такой вопрос возник. Помнишь, ранее ты говорил именно продажи, что навык продаж очень важен. 100%. Скажи, помог ли он тебе именно продать свои книги, либо это просто ты удачно написал книгу, что она просто зашла всем, либо ты умеешь продавать хорошо? Продавать и зарабатывать на книге могут суперизвестные блогерсы. А моя ставка была как раз на сотрудничество с самыми крутыми продажниками, с самым крутым издательством, чтобы они сделали идеальную картинку, классную бумагу и поставили на самое лучшее место везде. То есть я не зарабатываю на книге, но издательство зарабатывает, потому что они дают выход на нужную мне аудиторию. То есть здесь продажи самой книги я дал на откуп им. Но то, сколько я продал образовательных продуктов просто своим читателям, оно просто многократно окупает любые роялти, которые я получаю с книги. Это просто твердость. То есть если я так говорю, это Семен Кибала, купите мой курс, как начать инвестировать. Ой, какой-то инфо-цыган там опять. А если люди читают за выходные 434 страницы, они в конце закроют книгу и говорят, о, теперь я знаю об этом парне больше. Этому парню хочется доверять.
То Вот. есть Мгм. читают книгу захлеб сразу? Но в этом и фишка, то, что я даже был в шоке, что один из таких комплиментов, которые люди говорят, они говорят, я действительно прочитал за выходные. Я не читаю книги, но твою книгу 400 страниц я прочитал за выходные. Видимо, в этом как бы есть вот эта вот четкость подачи. То есть мне кажется, Мгм. что секрет успеха именно моей второй книги то, что актуальная тема, важные знания, и как раз в дополнение с тем, что сложные вещи очень простым языком. Мгм. Да, вот по поводу очень сложной вещи простым языком, это точно, потому что когда, ну, даже человек, который уже немного в контексте, то есть что-то понимает, ну, вот я заново переслушивал твою книгу и просто такой, блин, это же все так, ну, понятно, очевидно. Почему это никто не делает? Вот. Да, в этом история, чтобы мой читатель каждый, он получил удовольствие от того, какой он красавчик, что он теперь это все понимает. А не Надо. почувствовал себя каким-то, блин, я вот куплю, есть книги, например, «Разумный инвестор» Бена Грэма, и Мгм. она в топе всех инвесткниг. Это настолько бесполезная книга, и ты еще и почувствуешь себя ничтожеством, начав ее читать. Ничего не понимаешь. Так и есть на самом деле. Есть такой блогер Ян Топлес, и вот он рассказывал, у него такой научпоп Да. канал, вот, и он говорит, что наша главная задача, чтобы человек ушел от нас с ощущением того, что он что-то понял. Да. Мгм. И это самое главное. Это и заставляет людей смотреть нас, как бы. Ну Ну да. и слушать, получается, и читать. Ну, «Разумный инвестор», я не знаю, сколько раз мне приходилось переслушать, чтобы понять. Я первый раз Там с просто тетрадкой надо набор стоять. слов как будто Да. слушал и вообще не понимал, о чем там речь. Вот. Но как раз-таки вот твоя книга поможет. Вот, ребят, у кого вообще нету никакого понимания, вот читайте книгу Семена, и я думаю, Да. 100% будет какое-то понимание про инвестиции, вообще основу финансовой грамотности в целом. То есть самые первые важные уроки. Да, Просто и легко. просто и легко. Да. Трагично немножко звучит. Просто и легко. Вот. В целом, я видел еще у тебя такая мысль была, где-то вот, по-моему, Reels у тебя в Инстаграме, кажется, видел, что ты пришел к тому, что хочешь сделать мир лучше. Такая мысль. Вот у тебя когда такая мысль возникла? У тебя сразу уже было такое понимание? Ты к этому шел? Либо ты когда уже состоялся и пришел к тому, что, ну, в принципе, у меня есть все блага, я могу себе, в принципе, все позволить, как бы, и возникла такая мысль, я теперь хочу сделать мир лучше, помогать людям. Интересно, что эта фраза целиком, она есть в названии моей первой книги. «Охотник за идеями. Как найти дело жизни и сделать мир лучше». Мгм. И в этом история, что как мы уже в этом история, что мы обсудили, деньги- это важно, но многие отдают на откуп слишком много, знаешь, вот деньгам слишком большую роль отводят в своей жизни. А на самом деле самое важное, что у нас есть, что нас мотивирует вставать с кровати каждое утро, это значимость. Когда ты делаешь что-то полезное для других. И та энергия, которая к тебе приходит обратно, она как луп, понимаешь? Это просто вечный двигатель. Она дает тебе еще больше, а ты делаешь в ответ еще больше. И есть как бы эгоцентричные люди, которые только на себе сфокусированы. Мгм. Они, соответственно, ну, редко достигают каких-то высоких успехов и морально себя чувствуют прекрасно. То есть одновременно сложно. Но если ты пытаешься действительно решить какую-то проблему сначала у себя, потом у своего ближайшего окружения, потом там у своих родственников, подписчиков, а потом и дальше транслируешь, то в этом и суть. То есть улучшение каких-то недовольств, закрытие каких-то проблем. И если это получается, ты получаешь ту самую энергию, благодарность. А Мгм. часто она сопровождается еще отдельной трубой денег. Вот, поэтому, когда ты заботишься вот о том, чтобы м, что-то улучшить, что-то сделать, например, вы делаете подкаст, Мгм. вы поможете сотням людей найти какую-то интересную мысль, которая изменит их как минимум этот день, а может быть следующую неделю, а может быть месяц. Вы делаете мир лучше. Когда люди какие-то, скажем, через Алиэкспресс там или Купанк, они что-то продают, они тоже позволяют дотянуться до каких-то вещей, которых прежде не было на маркетплейсах. Когда кто-то производит одежду или предоставляет какой-то сервис, не знаю, ноготочки девушка делает, она тоже делает мир лучше, потому что она делает ту девушку, которая к ней приходит, счастливее, красивее, она более уверенная. И она при этом будет более увереннее себя чувствовать в своем деле. И это вот как,
Есть фильм «Заплати», когда у мальчика была Мгм. теория «сделай 3 людям что-то доброе, и эти 3 тоже должны сделать доброе дело следующим 3». Мгм. И И так весь мир вообще И перестанет так, воевать, соответственно, да. вот, ну, то есть буквально должно пройти несколько уровней, и все люди станут счастливее. Вот в этом вся история. Вот есть такое, да. И с одной стороны хочется, чтобы так было, чтобы мир был добрее, и с другой стороны понимаешь, что, ну, не всегда так получается. Даже вот взять, мы, ну, отошли немножко от темы, как раз про комьюнити говорили мы вчера, про то, что люди в Корее не могут объединяться, вот, ну, знаешь, такое комьюнити образовывать. Да. Потому что каждый думает, что, ну, чужой хлеб там подъедает, например. Мой хлеб как будто кто-то съест, и Да, все, все друг друга конкурентами чувствуют. да, поэтому хотелось бы, да, чтобы все жили в мире, в гармонии. Просто нужно искать людей, которые с нами по пути. Вот все, что я делаю, пишу книги, пишу посты, записываю видео, путешествую, общаюсь, Мгм. это все поиск единомышленников. И я понимаю, что все это инструмент для единомышленников. Потому что когда мы учимся в школе, в университете, у нас есть просто такая широкая воронка, входящий поток в нашу воронку превращения в знакомых и друзей, он безлимитный. Мгм. Каждый раз побухал здесь, побухал там, вечеринка, все. Но когда ты приближаешься к 30 или за 30, у тебя сильно сужается уровень вхождения новых людей. И Мгм. каждый ищет таких людей по-разному, а именно в области, в вашем сообществе, как ты правильно сказал, в количестве единомышленников и скрывается весь потенциал ваш как личности и этих людей. Поэтому искать, пусть вам не нужен выход на миллионную аудиторию, вам нужно, скажем, 10 тысяч человек, но это будут целевые люди, которые едины с вами одними ценностями. Они могут стать вашими клиентами, партнерами, читателями. Э, Работодателями. Да. Да, потому что каждый из вас, у вас какая-то своя суперсила есть. Вы Мгм. супергерой в одном, я в другом, наши слушатели в Мгм. третьем. И ну, нет такого, что мы на всех смотрим снизу вверх. Нет, просто иногда мы недооцениваем, в чем мы супергерои. И нужно развивать свои сильные стороны. Мгм. У меня такой вопрос. Вот недавно у нас мы ехали, подвозили девушку одну, ну, с сообщества, как бы тоже единомышленника. И она как раз-таки в инвестициях вообще не разбирается. И вот она спрашивала, ну, я, говорит, вообще не разбираюсь, что мне делать? И мы дали такой совет, ну, хотя бы просто открыть счет для начала, начать уже делать что-то. А что бы ты посоветовал людям, которые вообще, вот мы тоже там 1,5 года назад вообще как бы не разбирались. С чего вот в такие моменты начинать лучше? Инвестиции — это что-то для богатых там. Да. Да, то есть инвестиции и мы, допустим, это что-то несовместимое как будто. Инвестиции это где-то там, на Ну, мы уже богатеньком. Да. частично подраскрыли эту тему. То есть важно тратить меньше, чем ты зарабатываешь. Мгм. И если не получается, то есть многие будут парировать: ой, у меня не получается, ты вообще задумаешь, что у меня только одна аренда сколько выходит, или ипотечный платеж. Здесь одна пилюля, которая вас оживит, это контроль трат. Для этого есть М. куча приложений. Manion, Zen Money, куча разных. Или тот же CoinKeeper, более известный. Coinkeeper, да. Да. Это просто необходимость для тех людей, которые пытаются отговорить себя: ой, у меня нет денег, чтобы инвестировать. Они всегда есть. Вопрос просто что деньги уходят сквозь пальцы. Сколько некоторые люди тратят на кофе, сколько некоторые люди тратят на рестораны или сигареты. То есть можно, не снижая свой уровень комфорта жизни, можно начать откладывать. Это первое. Важно каждому начать вкладывать. И дальше пытаться обгонять инфляцию. Положить ну, хотя бы на банковский вклад. Дальше купить немного золота, индексные фонды, облигации, биткоин. Это все, это только начало. И дальше нужно как можно больше читать и слушать по этой теме. Потому что ну, денежное мышление – это перепрошивка полностью себя. То есть те программы, которые вшиты в голову каждого ребенка в СНГ, их Мгм. нужно просто вот открывать голову, вычерпывать и заливать туда новое. Потому что я вырос в семье, где мы в конце отпуска дотрачивали деньги. И опять же, была установка: деньги для того, чтобы их тратить. What? Но тем не менее, В все равно, Америке. В Америке да. совсем другая ситуация. Да.
Да, но в любой стране есть как бы люди, которые придерживаются принципов финансовой грамотности, и они успешны. То есть неважно, сколько вы зарабатываете, Мгм. это будет $1000, 10 000 долларов или $100, нужно как минимум 10% отложить, и с этого все начинается. И не тратить ни при каких условиях. Ну да, то есть, ну, так и получается, что у нас привычки уже из детства, что заработал, надо пойти потратить. Ну и И такие, очень тяжело прям остановиться, да, да. и вот как ты считаешь, насколько важно детей вот именно с детства уже учить финансовой грамотности, о том, что нужно инвестировать, о том, что к старости годам, ну, к старости лет, точнее, не позаботиться о тебе. То есть ты должен сам себе строить вот это вот на Да, да, протяжении 100%. всей жизни. Это все должно идти из детства. Этого, к сожалению, нет в обычных школах. Мгм. И все начинается с семьи, конечно же. То есть нужно показывать ценность денег, что они, как они зарабатываются, как мы обмениваем труд на какие-то там бумажки, что они чего-то стоят, что пап, купи, это не должно быть в каждом магазине. То есть я заметил, что самые сильные периоды воспитания, вот самые лучшие способы — это слово «нет». М. Потому что ты говоришь «нет», обосновываешь, хотя кажется, ты хочешь все самое лучшее. Я могу позволить все что угодно купить своему ребенку, но слово «нет», оно дает понимание вот этой большой жизни, где ну, деньги имеют какую-то ценность. Поэтому нужно с самого детства. И здесь я бы хотел посоветовать, ну, во-первых, э, эту книгу может прочесть и каждый взрослый, если не читали, но детям «Собака по имени Мани» Но обожаю эту это книгу, просто тоже крутая. топ-книга. Это прямо ее можно читать там с 5 лет Мгм. и играть в какие-то игры, откладывать. Вот можно сказать ребенку, вот мы накопили за неделю там вот столько-то, там $10. Мы можем положить их на счет, можем не тратить, накопить 20 и купить большую игрушку. Или можем сейчас купить чупа-чупсов и потом заново начать. И вот такие простые игры, они, собственно, Получается, так ты воспитываешь своих в детей. том числе, да. Круто. Это круто, потому что хоть мы вроде бы молодое поколение, но все-таки мы воспитаны более, знаешь, так по-советски, так сказать. Все равно у нас вот эти вот устаревшие вот понятия, что, Но все равно есть шанс как бы нашим детям привить что-то новое. Ну, конечно, все конечно, начинается с себя. Лучшее воспитание — свой пример. Я это давно уже понял. То есть если ты говоришь «не жри картошку фри», а сам Да, уминаешь, ну какой не смысл сработает, вообще, да. не кури. Что? Или телефон, да. Вот в Китае видел много приколов, там сидят в телефоне, ребенок заходит, они книжки достают. Вот. Ну, в целом, да, дети за нами очень сильно повторяют, да, они смотрят на Да, своих свой пример — родителей. это вот самое лучшее. И надо сначала надевай маску себе, потом ребенку. То есть все начинается с Мгм. себя. Давай поговорим о том, как у тебя там, я не знаю, проходит день, и я знаю, что ты занимаешься различными экстремальными видами хобби, так сказать. Вот. Можешь рассказать поподробней, что тебе нравится и какие самые острые ощущения ты испытывал? То есть самые такие безбашенные. Ну, сейчас самое экстремальное хобби — это воспитание 2 детей маленьких. Это пожестче будет всего остального. Вот, но если серьезно, то, конечно, ну, сейчас я стараюсь очень много времени уделять именно воспитанию детей. Это прям, то есть многие, особенно отцы, они недооценивают важность первых лет. Есть такая книга, на самом деле, ты, конечно, спросил про другое, но эта тема тоже очень, я думаю, понравится многим. Есть такая книга, которую я рекомендую прочесть еще даже до того, как появляются дети. Каждому. Она супер маленькая. Мгм. Ее написал основатель компании Sony. Вот у нас сегодня мы на Sony снимаем. Супер маленькая. Называется «После 3 уже поздно». Мгм. Просто постулаты про раннее развитие. Про то, насколько а, огромный вклад делают родители в первые годы жизни. То есть ты, представьте, у вас есть вот просто объект с таким невероятным потенциалом, и вы как в «Матрице» подключаете кабель, все, что вы скажете, это будет правда, и это будет в нем. Мгм. И я это увидел, вот начав общаться на 2 языках в России еще. То есть я говорил только на английском, а все окружение говорило на русском. И это было смешно, потому что кто в России говорит по-английски? Все как бы на площадках подходили и говорили: «Ой, а вы что, английский? Вы что, английский?» И я такой: «Блин, девочка, отвали». И, соответственно, дети в 1,5 года оба, они заговорили на 2 языках. Они начали понимать. Ты как пунто-свитчер в Яндексе. На каком языке говоришь, Мгм. настолько такой ответ и получаешь.
Вот, поэтому, конечно, вот сейчас максимальное время я стараюсь уделять детям, путешествовать. В общем, в принципе, немножечко себя разгрузил от работы, пишу книгу, вот записываю контент, то, что мне нравится. Но у меня есть одно очень классное увлечение, которым, к сожалению, я на Бали не могу заниматься, потому что там нет а, всей инфраструктуры. Это скайдайвинг. Я прыгнул 120 раз с парашютом в разных странах. В Италии, в Америке, в России, в Дубае. И я понял, что вау, вот это то, что мне нужно. Это прям, ну, невероятная перезагрузка. Все начиналось с того, что в 2014 году я поздравлял с днем рождения своего товарища и позвонил, говорю: Саша, привет, с днем рождения, дружище. Он говорит: Семен, помнишь, мы с тобой в университете говорили про дорогие хобби? Я Мгм. такой: ну да, да. Он говорит: я прямо сейчас на дроп-зоне и через 2 выходных стану парашютистом. Пригоняй тоже. Я такой: я беру билеты. И я тут же приехал к нему. 2 выходных, и я стал парашютистом. И начал прыгать, потом поехал в Америку. Там я за 8 дней прыгнул 35 раз. И мы просто, ты приземляешься, прыгаешь снова, приземляешься, весь день просто тебя поднимают на 4 километра, Офигеть. ты открываешь дверь и выходишь с самолета. А ты прыгаешь как бы один или же с Один, с да. человеком? Ну, Ага. как бы ты парашютист, В когда ты начале. можешь сам приземляться. Мгм. Да, Мгм. то, что ты говоришь, это может сделать Инструктор, да? любой, да, с инструктором, с тандемом. Тебя подключает, и он как бы сам все это делает. Но фишка в том, когда тебе дают вот этот мешок картошки сзади и говорят: увидимся внизу. Дернешь за крючок, Да, дернешь, не дерни, дернешь. дерни сюда, как бы, и ты есть шанс приземлиться безопасно. И в этом есть кайф, на самом деле, вот этот вот разрядка, который ты получаешь, когда Мгм. вот наверняка вы, сидя в самолете, вы летите и видите, и чувствуете эту воздушную яму, такой: «Уа». Да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Да, это на самом деле вшитый в нас страх природой, страх, когда земля уходит из-под Из-под ног. ног. Ага. Да. И мы никогда ее не испытываем долго. А там как раз ты минуту, тебя просто 60 секунд, ты находишься в этом состоянии. Твой мозг, он настолько собирает тебе инфу и просто катализирует все, что ты чувствуешь, что когда парашют раскрывается, ты такой: ё-моё, ничего себе, и я живой, мне так классно. Ты начнешь улыбаться, кричать, петь. Это адреналин, который переворачивает всю жизнь на голову. И понимаешь, что после раскрытия парашюта все твои вот эти вот проблемы, которые у тебя были, они настолько Мгм. мелочные. Ой, кто-то меня подрезал на дороге, кто-то не заплатил, какой-то клиент. Просто срать. Парашют раскрылся. И все, поэтому на это подсаживаешься. Это еще и огромное удовольствие. Ты один из тех людей, которые сейчас на высоте 4 километра смотрят на всю эту красоту с высоты настолько высоко. И вот в этом кайф. Я путешествовал в разные страны, прыгал, вот, но, к сожалению, на Бали нет дроп-зоны, поэтому в какой-то момент я перестал, хотя все оборудование у меня с собой, и я вот планирую там в Азии поискать какие-то дроп-зоны, где Мгм. это можно делать, поэтому, ну, вот это. А так на Бали, ну, еще эндуро, это когда на таком дёрт-байке забираешься на вулкан, там едешь под дождем, в джунглях, как будто М. компьютерная игра. Вот, М. иногда такой штукой увлекаюсь. А так в целом, ну, вот все спрашивают, типа, серфинг. И на Бали все занимаются серфингом, но не я, потому что Это не просто экстремально? бывает либо заходит, либо не заходит. Вот мне почему-то не зашло. У меня было там 10 первых разов в разных странах, но почему-то вот мне просто нравится заниматься другим. Круто. А Блин. смотри, каждый раз, когда ты прыгаешь, ты ощущаешь это как первый раз или же постепенно рецепторы как бы притупляются немножко и уже хочется там бейсджампинг? Мгм. Ну, это сравнимо с сексом. Ты вот занимаешься им в 100-й раз, ты чувствуешь, как первый раз. Наверное, что-то другое. Ты уже чуть там более по-другому двигаешься, Готов какие-то у тебя уже. скиллы есть, да, ты уже знаешь, как, что ты испытываешь до, после, что примерно будет. Вот, первый раз, конечно, это одни эмоции, которые не передать. Вот, но затем ты как бы улучшайзингом занимаешься, и как бы там, как и вот в подкастинге. У тебя круче скиллы, ты можешь лучше чувствовать свое тело, чтобы делать какие-то фигуры, с другими людьми прыгать, Мгм. взаимодействовать. Потому что представь, ты падаешь там со скоростью 150-200 км в час, просто как камень, и ты должен как бы облетать там на голове друг друга. И это нереально. Мало того, что ты испытываешь этот кайф внутри, так вы еще и вместе летите и смотрите в глаза человеку, который тоже на пике удовольствия сейчас. Мгм. Я всем рекомендую. Я бы с удовольствием, честно, тоже прыгнул В бы. Корее есть? Ну, если Поехали. найдете, вы просто поставьте себе задачу. На самом деле это очень классная цель. Просто там на день рождения либо в следующем году просто поставьте, что до конца 24 года, либо там летом 25 года я обязательно прыгну с парашютом.
и посмотрите, что даже мысль, идея, которая не такая важная, казалось бы, но она была прописана, и то, что написано, оно становится реальностью постепенно. Вот я верю в материализацию того, что ты о Мгм. чем думаешь, материальность мыслей. То есть если есть какие-то цели, и ты сначала думаешь нереальные, ты когда проговариваешь голосом, да, они нереальные, ты забываешь, но если ты обращаешься к этому списочку раз с какой-то, там, раз в месяц, с какой-то Мгм. частотой, то просто по взмаху волшебной палочки все это реализуется. Поэтому, если говорить про личную эффективность, то список целей – это самая лучшая мотивация исполнения их в жизни. Я думаю, надо прописать как раз вот у меня не в этом, ну, в 25-м, в январе, А в вот не откладывай. 30-летие. Вот мы можем, на самом деле, сделать такую декларацию публичную. Пропишите цели. На самом деле, многие ошибаются, что, ой, пойду в спортзал с понедельника, начну новую жизнь с января. Херня собачья. Нужно начать прямо сегодня. Если тебе откликнулась эта идея, не Мгм. откладывай, потому что, М. есть даже такая вот попсовая штука на тренингах. Если ты в течение 3 суток не реализовал, ничего не получится. Вот сейчас, если Мгм. пока вы заряжены, пока вы кайфуете, можете сказать: Семен, да, это круто, завтра я напишу список, пусть он будет не идеальным, просто сделай дамп памяти своей, Мгм. просто оперативки, выложи все, что ты хочешь. И поверьте мне, каждый, кто просто изрыгнет все, что у него в его голове есть, вообще стыдное, не стыдное, все, что он хочет, списочком, и посмотрит, и он такой: охереть, а вот это важно, а вот это не Мгм. очень, а это уже Уже есть, а отсортировать, здесь да? я в шаге. И дальше, вот есть мой способ, если мы уж задели тему личной эффективности, для меня вот работает самая главная техника исполнения своих мечт и целей, это техника малых шагов, малых успехов. Мгм. То есть нам нужно там добиться 10 тысяч подписчиков. Мгм. Это звучит сложно, но если мы поставим, как вот я опять же до подкаста сказал, что важна не частотность, а регулярность. Мгм. То есть понимаете, что не вывозите подкаст раз в 2 недели. Сделайте раз в месяц. Это гарантированно 12 подкастов в год. Это уже очень много. Мгм. Понимаете, что можно записать 13-й? Окей, вклините, но это бонус. Но если вы записали там раз в 2 недели 2 месяца, потом у вас дырка на 2 месяца. Это отстой полный. У вас Согласен. как бы потом внутренняя мотивация, она просто упадет. И здесь также с целями. Вы посмотрите, приоритизируйте что-то, что можно сделать прямо сегодня, и разложите ее просто на несколько пунктов. А что мне нужно сделать? Сделав Мгм. эти, вы увидите, сколько энергии появляется для тех более серьезных целей. То есть, вот, к примеру, как только я узнал про то, что Linkin Park будет путешествовать, я увидел, что они будут в Сеуле. И я такой, было бы прикольно. И я просто подумал об этом. И постепенно начал прорастать, прорастать. И в какой-то момент ты доходишь до критической точки. А почему я не могу быть там? Почему? Зашел Что купить мне билет, да, мешает? сразу? Зашел, купил билет, все, я там. И это казалось Круто. нереальным. И также я написал своему сразу товарищу, который постоянно постит сторис: блин, моя любимая группа, вот бы мне казаться. Он сам там в Москве живет, в Подмосковье. И я говорю, поехали, скидываю, вот смотри, $500 билет, $7 виза, отель, ничего, билет $100. Чувак, твоя мечта реализуется за $700. М. Камон, это может изменить. Но в частности, если мы говорим про конкретно вот этого моего товарища, у него уже были планы, и не все такие гибкие, как... Ну, вот, мне очень важна независимость, как я сказал, и гибкость. Чтобы я вот пришла идея в голову, Мгм. поехать в Сеул, там, парни будут прыгать первый раз с парашютом, и они пишут мне: Семен, приезжай, мы будем прыгать первый раз, а ты попрыгаешь вместе с нами. Охеренно, чуваки, давайте сделаем, это же круто. И как бы и у вас есть человек, который уже прыгал, мы как бы вместе. Мгм. И плюс я посмотрю за вас, порадуюсь, потому что видеть глаза перворазника – Мгм. это огромное удовольствие. Вы просто там просто охереете от себя и будете делиться своими эмоциями. Это дорого Мгм. стоит. Поэтому вот теория малых шагов, она супер важна. То есть микроуспехи, написали постик, выпустили подкаст. Вот этот вот Мгм. прилив внутри, его нужно сразу же использовать. Поэтому если после этого подкаста, слушатели подкаста или вы сами, если вы ловите себя на мысли, вы должны сделать дамп своей памяти и прямо сейчас, в течение вот сегодняшнего, завтрашнего дня, вот мы расстанемся с вами, пропишите в заметках все, что вы почувствовали, Мгм. что вы хотите, на что вас. А давай сделаем вот это, а давай вот это, а это я хочу. Еще и классно, что вы вдвоем. Вы можете озвучить это, и вы друг друга замотивируете. Потому что этот эффект, он очень быстро пройдет. У нас часто так происходит, да. Мы вдвоем что-то обсуждаем. А Да. давай. И Этого в итоге подкаста бы и делаем. не было тоже.
Да, вообще круто ты говоришь. И вот то, что про подкаст как раз точно так же написал тебе: «А давай запишем, погнали». Вот мы за кадром как раз об этом говорили. Да, это очень приятно. И было действительно неожиданно, но, блин, я думаю, даже если зрители не возьмут что-то полезное, то, ну, я 100% с этого подкаста много чего возьму. Немного волновались, но когда встретились, мы вообще поняли, что ну, четко Да. запишем. Но вот это на самом деле, что мне, как мне показалось, я ознакомился с вашим профилем, Мгм. что мне очень подкупает в людях, это легкость. Какая-то была, ну вот просто вы располагали, нет какой-то грузости, нет того, что вот люди гонятся за просмотрами. И вот эта легкость, я стараюсь, ну как бы я тоже культивирую это качество. Когда ты можешь просто написать, типа, погнали, и все, и давай делаем. А многие люди, а когда, а какой гонорар, ой, а я не могу в этот день. Камон, жизнь слишком коротка. Просто если как бы ты еще не нашел свое дело жизни, которому ты посвящаешь большую часть своей жизни, ну, своего времени, то ты должен быть есменом. Ты должен соглашаться на все, что приходит, если у тебя... 100%. Просто выдели Мгм. там 25% всего своего времени на то, чтобы соглашаться на все, что угодно. И ты поймешь, что именно делая то, что, возможно, ты недооценивал, а там скрывается что-то важное. Еще один инсайт. Мгм. Сразу на месте. Так вот, ты сказал просто, я не знаю, не буду говорить за зрителей, но я точно что-то возьму с этого подкаста. Мгм. Но на самом деле ты недооцениваешь своих зрителей, они такие же, как ты. Они подписались на ваш подкаст, потому что это ваши единомышленники. Потому что они– это отражение тебя. И поэтому, если ты взял, 100% там будут десятки людей, которые тоже возьмут что-то. Пишите в комментариях свои инсайты по сегодняшнему подкасту. Мгм. Вот, мы тоже отвечаем, общаемся, поэтому не стесняйтесь, пишите. Возможно, Семен тоже Да, ребят, присоединится. если у вас есть какие-то вопросы по инвестициям, по бизнесу или по тем темам, которые мы затрагивали, буду рад вашим комментариям в Инстаграме. У меня есть телеграм-канал про инвестиции, про мою жизнь. Тоже Да, подписывайтесь. обязательно все ссылочки Да. будут Да, внизу. можно напрямую мне написать и что-нибудь спросить. И если есть достаточная совестливость, чтобы не спрашивать стратегию инвестирования, как некоторые хотят, типа, как мне начать? Чувак, на такой вопрос никто не ответит. И слово, вот мы сегодня затрагивали, слово настолько мощный инструмент, что ты можешь любому человеку на этой планете что-то написать, чтобы он ответил. Вопрос искусства написания. Мгм. И поэтому, если ты пишешь мне «Привет, мы не знакомы, как начать инвестировать?» Отвечу ли я? Ну, если у меня будет настроение, там, как бы это сложно ответить. Но если ты напишешь: «Семен, привет. Я читаю твой блог, мне очень понравилось твое путешествие по Аляске и Нью-Йорку, очень круто, а концерт Линkin Парк тоже очень круто. У меня вот тоже есть дочка, я тоже там делаю т-т-т». Ты как бы такой бутерброд подготавливаешь, такой немножко эго подогрел. Дальше говоришь: «Слушай, мне очень понравилась твоя книга». И там есть тогда мысль, вот, в общем-то, я не знаю, что выбрать, облигации или акции. Как думаешь, вот это или это? И если Мгм. ты сделаешь так, чтобы ответом было одно предложение или лучше одно слово, да или нет, а зачастую это так и нужно. Стоит ли мне вкладывать в биткоин? Да. Скорее всего, тебе ответят. Или лайк. Вот на заметочку. Как нужно писать Семену? А знаешь, Краткий хотел, гайд. Да, да. просто есть потребительское отношение. Мгм. Типа все мне должны, и ты тоже. Кто-то там, какой-то чувак из интернета. А есть с уважением. То есть даже я, ну, когда общаюсь со своими учениками, со своими новыми товарищами, неважно, там, сколько подписчиков, у меня больше подписчиков, у вас вообще не имеет значения. Мы все как бы равны, и если есть взаимное уважение, то мы можем с вами вместе сварить кашу. Круто. Круто, что у нас, ну, появилась такая возможность вообще соприкоснуться с тобой. Да, это вообще, я говорю, это честь для нас. Спасибо за приглашение, ребят, это мне очень приятно было, и классно, что это все в Корее, как бы это свою роль сыграло. Да, есть такое. Как раз таки хотелось вот спросить про Корею и вообще вот про Бали. Вот ты уже сколько, 4 года, говоришь, Да, живешь? 4 года на Бали, и вот третий раз в Корее. Да, и вот какая разница вообще между вот культурами? Допустим, ты жил в России, на Бали, вот приехал в Корею. Чем отличается вообще культура, люди? Но это совершенно разный социум, везде есть свои плюсы, свои Мгм. какие-то особенности, но, безусловно, я себя лучше всего комфортно чувствую в Москве и Петербурге. Это моя страна, я понимаю, мне там вот по кайфу. Мгм. Но из-за особых условий я, соответственно, релоцировался и сейчас живу на Бали. А, Там тоже много всего кайфового.
примеру, ты там не задумываешься о времени навстречу. Мгм. Ты с легкостью делаешь там 10 дел, потому что 10 минут туда, 5 минут туда, 4 минуты туда. Очень легко. Любые люди, там, миллионеры, миллиардеры, вообще не важно. Все мы ездим на байках, в тапочках, пьем одну и ту же кокосовую воду, ходим в те же самые спортзалы. Очень доступность классных ребят, безусловно. Но там не хватает развитости, которая есть в России и в Корее. Поэтому я сюда приехал прежде всего за вот developed world. Я хочу гулять по, по улицам, где чисто. Я хочу видеть небоскребы, я хочу кушать вкусную еду по пути. И я хочу, чтобы было холодно, черт возьми. Надеть толстовку, потому что на Бали вот это всегда, знаешь, как в детстве было, ой, я уеду в Таиланд, там буду жить с кокосом. Блин, это фигня. Когда ты вырос там, где меняются сезоны, Мгм. понимаешь, что в этом есть кайф. Все, хватит. Когда это было в апреле, в июне или в декабре, ты не понимаешь на Бали, потому что погода всегда одинаковая. Блин, неоднократно, кстати, слышал такое, Да. и у меня просто самого были мысли о переезде, допустим, в будущем, и хотелось именно в теплую страну, где круглый год лето. И слышал много раз, что это действительно надоедает, и хочется вот 4 времени вот сезона, то есть. Ну, опять же, теплой погоде рознь. Есть такая вот, как на Бали, когда это просто испепеляющая адская жара, когда Мгм. плюс 30, и ты как бы один раз футболку надел, все, ты ее выжимаешь своим Мгм. потом. И там невозможно ходить по улицам, там, ну, адски просто, на экваторе все. А есть теплый климат, как, например, вот последняя моя заметка в Канаде. Вот у меня товарищ живет в Торонто. Он говорит, Мгм. Семен, 3 месяца в году прохладно, пасмурно, а все остальное солнечное голубое небо, джинсы, футболка. Странно. Вау! А я думал, Я в хочу. Канаде снег, Не, нет? ну ты посмотри на карту, Канада А, ну огромная, да. Ну да, а это самая южная точка, по сути. ну вот. И я такой, о, Торонто, еще и можно паспорт за 3 года получить, Кстати, в канадский. Канаде, да, круто. Я думал больше, знаешь, вот ты как раз упоминал Сан-Диего, там тоже говорят, что такой климат. Всегда вот Ну, Америка — вроде. это особая, как бы, да, история. Не каждому понравится там. Там реально все пропитано капитализмом, деньгами, постоянным, как бы, чейсингом за Мгм. деньгами. Вот. И неважно, где на самом деле вы живете, потому что, обладая определенным пассивным доходом, капиталом, можно себе позволить путешествовать, ну, сколько ты хочешь. Быть непривязанным, Быть не да? привязанным, да, поэтому вот, ну, я живу на Бали, и поэтому мое прошлое путешествие было в Нью-Йорк и на Аляску. Почему? Потому что мне не нужна Калифорния, что я океана и пальм не видел. Я Мгм. хочу небоскребы и холод. М, Я получаю их там. Кстати, Круто. в Корее тоже летом не особо, поэтому лучше не приезжать летом. Да, но вот мне нравится, я оба раза был осенью. По мне так самый кайф. Осень Толстовка, кайф. футболка, Мгм. огонь. Ну и вот у меня прицел в январе поехать в Японию покататься на сноуборде, но если вдруг какие-то будут визовые сложности, я, возможно, приеду в Корею, потому что я В знаю, что Корее здесь тоже тоже. есть сноуборд, да. Да-да, лыжи, Прикольно. сноуборд. Возможно, даже и сможем еще раз пересечься как-нибудь. Может быть, Я бы как раз. хотел на сноуборде хоть раз покататься. Может быть, Семен Все, сподвигнет нас. катаемся на сноуборде, прыгаем с парашюта, еще дайвинг, Мгм. можем там под Ну, водой поплавать. дайвинг, кстати говоря, я вот, ну, я занимаюсь дайвингом тоже в разных странах, у меня есть там все нужные сертификаты, но я почему-то не считаю это каким-то там спортом. М. Это просто какое-то развлечение. Ну, да, есть бумажка, которая тебе позволяет это делать. И там такая opposite side. То есть ты настолько замедляешься, что в твоей голове ты просто такой в тишине, в пучине, очень все медленно. И ты такой, «Вау, моя жизнь такая прекрасная». Там реально инсайт, это медитация. Для меня это медитация. Мгм. Как вот на массаже смотришь там на какой-то ракушке там, и музыка такая спокойная. Для меня тоже. Я смотрю на что-то красивое, они так медленно плавают, и ты такой, жизнь прекрасна. Ну, самое главное на датчик воздуха посматривать, да? Да. Скажи, Семен, у тебя какие-нибудь есть планы на будущее? Ну, я слышал, вот ты говорил про книгу, а как можно будет потом вообще узнать, что книга вышла, где можно следить за этим? Ну, также вот вы уже упомянули о том, что укажете ссылки. Телеграм-канал и Инстаграм — это мои самые главные площадки. Мгм. YouTube, ну, тоже, если на YouTube будем постить, можно кросс-пост сделать. Это я сейчас стараюсь как бы туда пойти, но учитывая, что сейчас его забанили в России и есть определенные сложности, мотивация тоже не сильно растет из-за этого. Мгм. Вот, поэтому там, конечно, ну и потом на всех русскоязычных площадках по продаже она точно будет. Криптоинвестор за выходные. Да, ну, Мгм. кстати, прямо сейчас ее можно купить в черновом варианте за $5.
Вот, я продаю, но В электронном виде. в электронном виде, да, просто как бы я решил режиссерскую версию сделать, потому что Мгм. сейчас актуально ее прочесть. Когда она выйдет, уже как бы нужно будет продавать, по идее. Ага. Ну вот, поэтому это можно в Телеграме все, в Инстаграме узнать. Ну все, отлично, тогда ссылочки мы оставим. Да. Вот, и, наверное, финальный вопрос. Завершаем. Скажи, Семен, вот проживя 4 года на Бали, стало ли для тебя Бали домом? Вторым домом, да. То есть пока что я еще очень привязан к России, и мне кажется, что это сохранится. Я не буду загадывать на себя плюс 10 лет, это большой срок. Но пока я живу там, и я не хочу жить в ожидании того, что вот что-то закончится, и я вернусь. Потому что жизнь идет, Мгм. жизнь проходит. И тут недавно я встречался с девочкой, ей 20 плюс, и она такая, ну вот, моей маме почти 40, или к 40. И я такой, погоди, а мне же тоже к 40. И я подумал, раз уж мне к 40, то нет времени тем более откладывать жизнь на потом. Поэтому я с уважением отношусь к Индонезии, что она приняла меня и со всеми ее там особенностями. И вот, на мой взгляд, если уж судьба подкинула как бы такую вот штуку, что тебе нужно жить в другой стране, нужно как можно быстрее принимать эту страну и интегрироваться. Это, в частности, изучение языка, это прям сразу же притягивает. Изучение культурных особенностей, то есть там, не знаю, если м, нация более медлительная, нечего там сигналить ей или Да. там, ну, Ну, то есть у всех свои особенности. да, не стоит здесь свои законы какие-то привносить. Вот, опять же, есть негативный пример, Брайтон-Бич, в Нью-Йорке. Мгм. Я туда приехал и просто офигел, как бы там реально настолько много людей 90-е, приехало, да? что они захотели перенести кусочек России, той России, вот конец совка, и заморозить его. И в этом история, то есть там не получилось как бы Ассимилироваться. ассимилироваться, да, и полностью встроиться, либо какой-то симбиоз сделать. В то же время, вот сейчас, недавно в интервью, Анастасия Татулова рассказывала, что она приехала в Португалию, и вот говорит, там как раз вот новая волна в 2020-х приехала в Португалию, и не очень много людей. Поэтому часть из них просто не справится и уедет, а часть ассимилируется и примет. И вот в этом и история. То есть, когда если вы там, не стоит ограничивать себя только одним комьюнити там русскоязычных. Не стоит забивать на язык. Ой, мне и так хватает русского, не буду учить местный. Ты обязан учить, потому что если ты будешь здесь достаточно долго, невозможно будет комфортно жить без языка, без понимания культурных особенностей. Нужно обязательно заводить связи. То есть у меня есть обязательно там люди, там, ну вот сейчас уже в местном правительстве, там полицейские, это полезно, какие-то застройщики, то есть ты как бы такой нетворкаешь, Юристы. думаешь, юристы, безусловно, как бы, а что будет, если будет, там, ты заболеешь, куда, какие-то страховки, эти все документы. Нужно максимально вот вживаться и оставаться. Поэтому пока что мой дом Бали, но Россия никуда не уходит, я от нее не отказываюсь. И я по-прежнему считаю, что это моя родина. И, ну, возможно, однажды я туда вернусь. Спасибо, Семен. Да, спасибо Кайф. тебе огромное за то, что уделил нам время, пообщались, было очень интересно. Друзья, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Все ссылочки будут внизу в описании. У нас все. Это был Домокаст. Не работает. Это не работает? Это не работает. Да, Окей, поэтому- с вами был Домокаст. До Мгм. скорых встреч. Йоу.